Продолжая с того места, на котором мы остановились, план состоит в том, чтобы добавить больше элементов, таких как подтяжки, цвет для рубашки, а также закатанные рукава и более толстые элементы для брюк, такие как карманы. Чтобы создать подтяжки, мы можем добавить цилиндр, повернутый на 90 градусов спереди, и уменьшить его по оси X, чтобы тонкий ремешок остался в исходном положении и был повернут примерно в соответствии с туловищем. Также уменьши масштаб по оси Y сайта. В любой момент мы можем перейти в режим редактирования и удалить две грани на концах, чтобы осталась только одна петля граней. Тогда также удали нижние части, если они скрыты другими объектами. Просто включите затенение рентгеновских лучей, чтобы увидеть, и выберите их, чтобы включить пропорциональное редактирование. Выбери самое нижнее лицо спереди и вид сверху или снизу. Теперь поверни лицо и увеличь радиус с помощью колесика мыши, чтобы выровнять подтяжки с туловищем, затем проделай то же самое со спиной. Если подтяжки слегка согнуты спереди, тогда ты можешь поворачивать и перемещать их оттуда, а также просто немного выпрямлять их. Ты также можешь сделать это в режиме скульптуры с помощью кисти захвата, просто чтобы не забыть нанести масштаб перед лепкой, так как это плохо влияет на поведение кисти. Если не все готово к одному, я просто продолжу корректировать форму подтяжек, чтобы они соответствовали торсу. Теперь мы можем добавить модификатор зеркала и внести некоторые изменения в заднюю часть подтяжек, чтобы также включить обрезку. Мы собираемся смоделировать что-то вроде треугольного расположения подтяжек с одним ремешком сзади, выбрать задние грани и переместить их к центру. Как только они встретятся, они будут держаться друг за друга. Так что будь осторожен, не отодвигай их слишком далеко. Иначе у тебя останется одна линия ребер. Соединение с обратной стороной в моем случае оказалось немного высоким. Так что в этом случае вы могли бы включить автоматическое редактирование слияния и сдвинуть один цикл вниз, что приведет к их автоматическому объединению. Не забудь потом отключить автоматическое редактирование слиянием, так как это может случайно заставить тебя объединить геометрию. Позже обратите внимание, что при настройке геометрии режима скульптуры модификаторы могут быть отключены, и поэтому при выходе из режима скульптуры происходит обрезка. Среднее достоинство в том, что мы придерживаемся друг друга, теперь могут быть разделены, так что просто переместите их обратно в режим редактирования. Добавьте петлю в верхней части треугольной секции и разделите объект. Ты также можешь снова переключиться на плавное затенение. Но то, что мы хотим сделать сейчас, это надавить на рубашку, затянув подтяжки вокруг груди, плеч и спины по направлению к брюкам. Но там будут немного свисающие подтяжки, так как там. Ничто не обертывает их к туловищу вон там, потому что области с подтяжками давят на рубашку. Мы можем редактировать его по-разному. Это можно сделать вручную, переместив геометрию и режим редактирования или режим скульптуры. Но лучшим способом прямо сейчас было бы сэкономить нам немного времени, используя привязку, перейдя к параметрам привязки и переключившись на привязку лица. Тогда не забудь включить отдельные элементы проекта. Поскольку это приведет к привязке каждой вершины по отдельности, если у вас отключена привязка, вы все равно можете привязать ее в любое время, удерживая нажатой клавишу Ctrl во время перемещения, поворота или масштабирования выделенного объекта после того, как он прикрепил подтяжки к рубашке. Нажми Alt+S, чтобы масштабировать их по отдельным нормалям, чтобы существенно раздуть их.
Таким образом, мы можем получить чуть больше расстояния от рубашки, чтобы они не пересекались друг с другом. Просто продолжай поправлять подтяжки, пока они не будут хорошо прилегать к телу. Добавь петлю на каждом конце по направлению к штанам, чтобы границы были немного четче. Поскольку у нас есть поверхность разделения, на данный момент модифицируйте жизнь, возможно, мы захотим увидеть результат в режиме скульптуры, регулируя сетку. Просто вернись в параметры режима области видимости и отключи сетку формы только сейчас, если ты посмотришь на маленькие точки курсора кисти. Ты заметишь, где находится исходная сетка, которую ты на самом деле лепишь. Разделенный результат в данном случае — это просто предварительный просмотр, а не фактический объект, на котором вы лепите. Я тоже решил приподнять горловину рубашки на спине. Я могу порекомендовать снова использовать для этого инструмент Notch или Tamp, так как он на самом деле более точно перемещает геометрию, а не просто перемещает ее впоследствии. Попробуйте снова исправить пересечение в лучшем случае с помощью глиняной кисти. Чтобы закончить рубашку, мы должны сначала добавить цвет. Это может быть отдельный объект на данный момент. Чтобы облегчить нам задачу, добавьте цилиндр, расположите его в центре горловины и убедитесь, что верхняя и нижняя грани удалены. Уменьши масштаб по оси Z и выровняй его сбоку. Пощупай рубашку. Примени масштаб с помощью элемента управления A, и тогда мы сможем перейти в режим скульптуры, но сначала давайте перейдем в режим редактирования и удалим центральный край спереди. Прямо сейчас мы можем оставить X-симметрию включенной, так как это экономит нам некоторое время, и включить режим затвердевания на рубашке, если он был выключен раньше, чтобы обеспечить лучший предварительный просмотр конечной сетки, в то время как в режиме скульптуры прямо сейчас мы хотим, чтобы нижняя петля соединялась с рубашкой. Как только кажется, что все на месте, мы можем отключить симметрию яиц, чтобы лучше соединить асимметричные передние части. После этого войди в режим редактирования, а также выбери верхнюю петлю, увеличь ее масштаб, перемести немного вперед и сдвинь вниз, чтобы сделать цветной овал короче. Уменьши его по оси X. Чтобы в целом немного обхватить шею по бокам, а затем выдавить край. Увеличь масштаб и уменьши его. Теперь ты можешь лучше видеть цветовую форму, к которой мы стремимся. Мы можем выбрать и спрятать нижнюю петлю, чтобы придать другим петлям большую форму. Посмотри на несколько реальных изображений рубашек для справки после того, как это будет сделано. Мы можем добавить немного больше разрешения и четкости. Выбери среднюю петлю, скоси ее и используй колесо прокрутки или S для добавления дополнительных петель. Тогда добавь еще одну петлю посередине внешней и внутренней частей цвета. Немного масштабируй внутренние петли вдоль их нормалей с помощью старой буквы S, чтобы они не были слишком тонкими, переключись на плавную торговлю. И скопируй модификатор с рубашки, выбрав их и нажав Ctrl-L. Ты также можешь пока установить смещение модификатора равным нулю, чтобы придать толщину цвета, исходящую от центра, добавить модификатор поверхности разделения и в идеале перемести его выше затвердевания стрелками на пару петель, чтобы концы слишком резкого цвета немного встретились. Ты можешь попытаться соединить рубашку и воротник немного лучше, но прямо сейчас это не обязательно должно быть идеально. Ты также можешь придать ему немного больше асимметрии, если хочешь,
только не забудь включить использовать только форму, так как производительность будет действительно плохой. Иначе последнее, что нам нужно для рубашки, это закатанные рукава. Выдели петлю на одном из рукавов, спрячь ее и выдели все остальные вниз, выбрав все связанные буквы L. Тогда спрячь цикл, продублируй свой выбор и раздели на новый объект с помощью P. Масштабируйте все грани нового объекта по нормалям, чтобы получить некоторое расстояние от оригинала. Выбери самую верхнюю петлю. Теперь включи пропорциональное редактирование с помощью ярлыка О и масштабируй его по нормали еще немного. Ты можешь перенести результат на другую сторону с помощью модификатора Mirror. И если он смещен от центра, ты можешь использовать центрированный объект в качестве зеркального объекта, как наш пустой в World Origin. Позвонил в центр за штанами. Мы хотим добавить некоторые дополнительные элементы, такие как карманы и другие более толстые детали джинсов. Мы могли бы вылепить это прямо в сетку, но также хорошо моделировать их отдельно, чтобы они оставались чистыми и напоминали о том, где ошибки менее вероятны. Установи курсор с 3D в передней части таза и добавь плоскость, повернутую на 90 градусов вдоль оси X, так, чтобы она совпадала с поверхностью брюк, масштабируй ее вверх и вниз по оси X так, чтобы эта тонкая полоска по центру штанов в модификаторе поверхности разделения и добавьте несколько петель в режиме редактирования, чтобы сделать края более четкими. Включи рентгеновское затенение, чтобы лучше видеть объект и геометрию, а затем добавь еще несколько петель, чтобы сделать грани более равномерными по размеру. Выбери все, возьми это и удерживай управление, чтобы оно попало на поверхность штанов. Можешь также спрятать рубашку, чтобы посмотреть, как далеко должна подниматься сетка. Это должно, по крайней мере, достичь области пояса. Возьми фрукт и сдвинь края, чтобы сделать это. Используй старые буквы S, чтобы снова масштабировать их по поверхности, если их там еще нет, добавь модификаторы затвердевания к этим дополнительным объектам. Ты можешь сделать это быстро, выбрав их все и ошейник последним, а затем скопировав модификаторы с помощью элемента управления. Я, как всегда, не забываю применять масштабирование. Не только для правильного лепки, но и для постоянной толщины с помощью модификатора Solidify для создания задних карманов. Мы можем просто скопировать геометрию, которую мы только что создали, и переместить ее на задний план. Повернуть и масштабировать, переместить ее на место и удерживать управление, чтобы привязать ее к поверхности в конце. Поскольку щелчок идет только с той стороны, с которой ты смотришь на объект, это может немного исказить форму карманов, так что просто верни этих девственниц на их место. Но нам все равно нужны задние карманы с другой стороны. Мы не можем просто добавить модификатор зеркала, так как передняя часть объекта асимметрична. Так что вместо этого отразим это в зеркале. Режим редактирования. Установи курсор с 3D на объект, который находится в центре или на начало мира. Выбери задний карман. Поменяй точку поворота на 3 буквы D. Курсор продублируй выделение и нажми Ctrl-M, чтобы отразить его вдоль 3D. Курсор и нажмите X, чтобы определить его как зеркальное отображение по оси X. В моем случае я скопировал модификатор из цвета на подтяжке, так что он потерял свой зеркальный модификатор. Это немного опасно при копировании модификаторов из других объектов, поскольку это также заменяет исходные модификаторы объекта. Просто добавь это обратно, если ты когда-нибудь замечал что-то подобное. Последнее, что нам нужно добавить, это пуговицы для рубашки. Установи курсор с 3D в точку, где сходятся две стороны рубашки, и добавь цилиндр, уменьши его на Z. Поверни ось и выровняй ее с поверхностью рубашки. Тогда уменьши его до нужного размера. Ты хочешь, чтобы пуговицы были. То, что мы сейчас сделаем, это продублируем пуговицы на рубашке. Но сначала убедись, что шкала применена, потому что теперь мы будем использовать все 2D. Снова дублировать объекты, сохраняя при этом общие данные объекта.
Удерживай управление, чтобы прикрепить предметы к поверхности рубашки. А затем, если смотреть сбоку, ты можешь выровнять их немного лучше, чтобы они не пересекались с рубашками. Таким образом, у нас есть все самые важные объекты для процесса лепки. В следующем видео я покажу тебе, как определить морщины и дефекты на основе точек растяжения, сжатия и давления.